В принципе, первый раз я о международных отрядах узнал в 2016 году, когда я первый раз сам отправился в отряд. Международный отряд представляется местом, где можно получить максимальное количество опыта с точки зрения строительства. В определенные точки представляет Ну, конечно, для меня было очень экзотично и удивительно увидеть страну воочию. В Бангладеш живет фактически людей столько, сколько в России сейчас живет, но территория в 100 раз меньше. Стройка – это живой механизм, просто живой механизм. Всегда нужно и успеть, и выполнить задачи. Но успеть и выполнить – это слова. Все нужно планировать. Наверное, Бангладеш, конечно, да, своеобразная, очень интересная страна. И, конечно, она никого не оставляет равнодушным. Будь то либо крайне отрицательные эмоции, либо будь то самые положительные эмоции, но они все равно у человека оставляют свой след. То, что сюда приезжают стройотряды, они позволяют нам по-новому взглянуть на жизнь, найти какие-то новые точки соприкосновения с молодежью, возможность передать им опыт. Готовиться я действительно начал сильно заранее. После первого раза, когда я съездил на проекты госкорпорации, я, наверное, уже понимал, что конечный пункт, скажем так, стройотрядовской карьеры должна стать именно международная стройка. Ну, наверное, заранее могу сказать, что мои ожидания, в принципе, подтвердились. Изначально я себя настраивал с тем посылом, что нужно постараться максимально прокачаться, получить именно опыт работы как инженерного технического сотрудника. Процесс трудоустройства происходил в главном офисе АО «ИКАС» и АО «АСЭ» в Москве на Дмитровском шоссе. Соответственно, мы с утра, как только начался рабочий день, собрались, приехали все ребята, мы с кем не были знакомы, мы познакомились, потому что было и такое, с кем-то мы виделись в рамках подготовки. Сосед. В международные проекты едут люди, которые уже не раз поработали на стройках в России. И таким образом получается, что эти люди имеют опыт работы, скажем так, на линии. Посмотри, и кадр нарушен. Международный проект — это все-таки немножко другое. Люди едут и работают как инженерно-технические работники и все-таки постигают азы более квалифицированных специалистов, нежели работа бетонщиком, арматурщиком, штукатуром. Все, спасибо, все свободны. Заявка достаточно объемная. Помимо того, что нужно заполнить свое резюме, в котором нужно указать весь свой опыт работы, который у тебя был, ну, я считаю, именно по специальности. Презентация, в которой ты должен ответить на вопрос, почему именно ты должен принять участие в международном проекте. И после 1 мая мы уже узнали результатов, да, действительно ощущения непередаваемые. Так, как правильно, хэштег, так, дальше делать. Что писать, я не умею. Для каждого студента очень сложно оплатить себе билеты, скажем так, хотя бы до Таиланда. Потому что потом еще нужно лететь из Таиланда в Бангладеш. Соответственно, компания полностью обеспечивает
централизованно весь отряд билетами. Потом по стандартным формам, как сотрудники компании, естественно, мы отчитывались за перелет. Это автобот. В окно смотрит, а там такие. Не могу сказать, что там что-то страшное. Да, безусловно, количество людей, шум, другой климат, природа. Изначально это все шокирует. Происходит погружение очень резкое в другую культуру, в другую среду. Торчат трубы какие-то, что? Вот там Да, по горизонту. кирпичные частные заводики маленькие. То есть они тут кустарным методом? Да. Будем проезжать, увидеть. Вон они, свиньи. Офигеть. Вот кабанчики. Смотрите справа, да. Окружающий мир, он полностью захватывает твое внимание. Ты не знаешь, куда смотреть, потому что очень много машин, очень много людей, птицы, звери, летучие мыши. Это все вокруг тебя, и очень сложно сфокусироваться на чем-то, потому что ты на все обращаешь внимание. Возможно, потому что какой-то внутренний страх присутствует, интерес к происходящему вокруг. Но, наверное, буквально спустя неделю лично для меня жизнь стала намного проще, даже идя вдоль дороги. На площадке строительства СРУПУР курируют отряды начальник отдела полевого инжиниринга Полишов Алексей Павлович. Минус 0,50. Полностью занимался проживанием, питанием, досугом и также вовлечением ребят в работу. Какие пропуска, где будет ваша фотография? Каждый боец отряда пытался погрузиться максимально в производственный процесс. Ты видишь что-то новое, технологию возведения, процесс организации труда. И, конечно, это впечатляет воображение, да. Насколько важен климат при возведении тех или иных конструкций, потому что с этим в Бангладеш тоже есть большое количество особенностей. Первый выход на строительную площадку был действительно запоминающимся. Во-первых, поражает масштаб стройки. Тот объем механизмов и машин, которые там задействованы при возведении, и количество персонала, который работает на том или ином объекте единовременно, это, конечно, поражает воображение. И когда приезжая первый раз на строительную площадку такого масштаба, постоянно приходится спрашивать кураторов, спрашивать людей, которые работают в отделах, узнавать, что там новое. Когда мы встречались с руководителями подрядных организаций, каждый из них что-то рассказывал, какие-то особенности, аспекты работы именно этой организации. И возведение каждого здания также уникально.
прежде всего, международный проект — это кузница кадров для госкорпораций. Все люди, которые отправляются на стройки, они потенциально готовы стать сотрудниками. Задолго до нашего отъезда, как только сформировался отряд, я написал Алексею Павловичу, соответственно, что ждите 20 человек, на что он ответил, что, конечно, он будет нас ждать, что он давно в курсе, что нас должно быть 20, и что вся станция, весь персонал филиала готовится к нашей встрече. Ну, после приезда первой группы мы поняли, что от студентов можно получить хорошую пользу. И инициатором увеличения людей это были вот я с Полешовым еще тогда, мы с нашими замами по директора филиала, мы собирались, говорили, слушайте, смотрите, нормально люди отработали. И не просто просидели, проходили, а действительно полноценно работали. И работали, у нас же на наших проектах студенты работают не рабочими профессиями, а уже инженерными. То есть это уровень уже высокий достаточно образования, это последние курсы, как правило, это уже практически готовые инженеры. Поэтому мы инициировали, что к нам уже на второй год приехало 12 человек, а сейчас, когда нам предлагали 18, но мы сказали, давайте нам еще. И мы взяли, сейчас у нас 21, так? И в Астате там каждый хотел забрать свой отдел, дайте сюда, потому что понимали, что вы дисциплинированные люди, вы очень грамотные, у вас там отбор очень серьезный прошел. Сюда едет, по сути, элита. Знание языка обязательно, английского вот здесь, это очень важно. Знание компьютера, это тоже очень важно, как для нашей работы. Поэтому мы с удовольствием вас сюда приняли. И считаю, что определенную пользу мы с этого получаем. Я думаю, вы тоже положительный опыт имеете. Кроме того, что увидели такую страну, как Бангладеш, экзотическую, вы увидели такую стройку на своем развороте, 2 блока одновременно, это очень такое, я понимаю, что у вас там сейчас творится в голове, в душе, походить, не просто походить, а даже где-то и приложить свои знания, умения к строительству, это очень серьезно. Сегодня мы вам кратко постараемся рассказать об изысканиях, об мониторинговых наблюдениях, которые мы выполняем здесь с 2013 года. Хотел бы кратко рассказать, вот эта опорная база изыскателей, она построена в сентябре 2013 года здесь. Паслись коровы и козы, больше здесь ничего не было. Дальше грунтовая лаборатория. Мы здесь изучаем исключительно физические свойства грунтов. Это характеристики физического состояния грунтов в естественном залегании и под воздействием сооружений. Основные деформационные – это общий модуль деформации, угол внутреннего трения и сцепления. Это вот 3 основных показателя, которые необходимы проектировщикам, чтобы запроектировать здание. Да, то есть чтобы значения нам показывали, которые будут правильные, необходимо проводить калибровку. Это не классический студенческий отряд. Бойцы вовлекаются в производство, бойцы вовлекаются в работу. Они внедрены в разные отделы. И это позволяет бойцам и вот этой команде, которая прибыла на площадку, позволяет ей в целом понять процесс производства и процесс взаимодействия внутри инженерной компании. Придется сказать, что не выслала.
Помимо того, что мы выполняем так или иначе работу, непосредственно работаем в отделах филиала, выезжаем на строительную площадку, закрываем какие-то объемы, решаем какие-то кадровые проблемы. Очень важно, что когда приезжает студенческий отряд на строительную площадку, начинается какая-то иная деятельность в филиале. Не раз руководство госкорпорации отмечало то, что когда приезжает студенческий отряд, сотрудник филиала начинает более активно работать. В этом году это очень явно прослеживает Бангладеш, потому что у нас 21 человек. Практически во всех отделах профильных и непрофильных филиала присутствовали студенты, и сотрудники, на мой взгляд, стали работать более активно. Во-первых, заряжает энтузиазм студентов, которых, как только заканчивается работа, они просят новую работу. Где-то не хватить воды. В данном случае у нас здесь воды достаточно, так как ганки не перекачать здесь. И получается, что жизнь филиала на 2 месяца практически взрывается, можно сказать, я думаю. Получается очень много активностей, студенты интересуются всем, выходы на строительную площадку, которые были у нас реализованы практически каждый день. Как раз-таки Алексеем Павловичем, нашим куратором, была организована программа встреч с руководителями подрядных организаций, которые посвящали бойцов отряда, нас в курс дела, что происходит на строительных объектах, работы на которых выполняет та или иная организация. И я думаю, это очень хорошая практика, которую стоит перенимать на других международных проектах. Были организованы встречи с руководителями филиала АО «Атомстройэкспорт». И, как заметили практически все ребята из отряда, данные встречи несли очень сильный информационный характер. Потому что помимо начальников отделов производственных служб мы встречались с людьми, которые обеспечивают текущую деятельность филиала, были погружены практически во все аспекты жизни филиала. Помимо всего прочего, мы организовали спартакиаду на АЭС Сурпур по многим видам спорта. У людей, которые находятся на площадке, например, в том же Бангладеш, получается так, что они отрезаны, фактически отрезаны от мира. Количество людей там ограничено, все друг друга знают. Так или иначе, устаешь от общения в коллективе. Понятное дело, образуются там друзья, знакомые, есть возможность проводить время, занимаясь спортом, просто отдыхая, путешествуя по стране. И когда приезжают студенты, немножко ритм сбивается, потому что спортивные мероприятия выходят на какой-то новый уровень. Стоит сказать, что в этом году мы навязали борьбу практически во всех видах спорта. Во всех видах спорта именно студенты взошли на пьедестал. Также наши ребята заняли призовые места в индивидуальных видах спорта по настольному теннису, бильярду. Волейбол на площадке Бангладеш – это самый популярный вид спорта. Практически каждый вечер собираются команды от разных подрядных организаций, от филиала АО «Атомстройэкспорт». Люди тренируются, люди действительно любят волейбол, там есть прекрасная возможность играть, площадка. Вы молодые, вы спортивные, поэтому и мы вынуждены находить время. Вроде бы работы очень много, нету времени, да? На самом деле всегда можно найти время для хорошего дела. А спорт — это замечательно, это дополнительные эмоции, дополнительная энергия. Забыл о той стройке, что там какие-то, может быть, нюансы. Ты вот сегодня играешь в волейбол, ты смотришь на этот мяч с этой командой. Если ты боец, так ты за все забываешь. Только тебе нужна победа именно в этой игре. И вот вам огромное спасибо за это.
Также компания устраивала нам выездные экскурсии в знаковые места страны. Мы посетили памятники культурного наследия ЮНЕСКО недалеко от города Богров, Пахарпур, собственно, развалины древнего храма. Мы выезжали в поместье бенгальского индийского поэта Рабиндраната Тагора. Тоже место имеет абсолютно уникальное значение для страны. Человек, который оставил след, в принципе, в мировой культуре. Однажды он ездил в Россию тоже. Yes. Просто прям... Yes. Сказали, что здесь дорого, а где-то... Все, я понял. 3-4. 3-4. 1, 2, 3, 4. Ну, сыгрались. Спасибо. Круто. Все экскурсии давались очень тяжело. Во-первых, дальние переезды по стране, несмотря на то, что расстояние кажется по российским меркам абсолютно небольшие, там в 100-200 километров, но на практике это оказывается от 4 до 8 часов. Но с точки зрения понимания страны, понимания культуры, становления Бангладеш, путь Бангладеш к независимости, это было, безусловно, важно. На своем языке. Биндабан. Вы слышали или нет? Биндабан — это историческая война, и там было много богов. Поначалу, конечно, она шокирует этими красками, да, своим бытом просто ты шокирован. А потом ты уже начинаешь втягиваться, ты действительно к ней привязываешься чисто по-человечески. Накачанный бамбук, смотри. Мы также посетили место памяти, мемориал, где была подписана декларация о независимости. Соответственно, там разбит какой-то по меркам Бангладеш уникальных размеров памятник. В 1971 году, 29 марта, началась война. После того, как Урду признали государственным, а бенгальский не признали государственным, очень много бенгалов стали бороться за свой язык. Язык этот признали государственным в итоге, но эти коалиции в итоге потом все равно все дошло к войне, и получается, что борьба за национализацию своего языка привела к тому, что появилось новое государство Бангладеш. Манера вождения автомобиля, езды, вот эти сплошные сигналы, вот это несоблюдение правил движения, а я еще сел на переднее сиденье, чтобы было лучше видно. Поэтому я, пока доехал, конечно, я пожалел об этом несколько раз. В стране в основном все указатели, рассказы, экскурсоводы, это все на бенгальском. Практика привлечения человека из этой страны, студента, который обучается в России с иностранным гражданством, очень полезна. Хамидул на русском языке нам рассказывал, показывал, в принципе, погружал в историю, очень сильно готовился ко всем экскурсиям и, можно сказать, вкладывал в душу в то, чтобы все мы прониклись культурой страны, осознали, в принципе, почему именно так заведено в Бангладеше, а не иначе. Bangla money. Good item, ma'am. Потом, no problem. That good item, ma'am. Okay. 1000, 2000. Вы знаете, для того, чтобы оценить уровень жизни в России, наверное, надо побывать в Бангладеше, посмотреть, как здесь люди живут, они выживают.
посмотреть их уровень, посмотреть на их лица. Я не могу сказать, что они там счастливы, но они довольны. А дорога? Дорога это улица, да? Road, да. Улица, дорога это road. Раста. Банглийский раста. Английский road. Раста. Доброе утро. Доброе, да. Доброе утро, добрый день, добрый вечер. Да? Доброе утро. Шубо шокал. Шубо шокал. Доброе утро, шубо шокал. Шубо шокал. Действительно, когда приезжаешь в Бангладеш, очень сложно понять, какой сейчас на дворе год. Во-первых, ты видишь, как минимум в столице, ты видишь современные автомобили, небоскребы. Люди ходят с современными смартфонами. Они одеты в привычную для нас, для европейцев, одежду. Но когда ты выезжаешь из столицы, очень сложно представить контраст, что вот этот человек сейчас стоит по пояс в воде и высаживает рис, а через полчаса он придет домой, где у него стоит один генератор, чтобы зарядить его смартфон. Это, конечно, действительно очень сложно. Почему именно так, я, честно говоря, не могу представить. Но людей абсолютно устраивает тот уклад жизни, который у них есть. Это такая, чтобы мы получили. С учетом того, что большинство жителей страны никогда не выезжали дальше того населенного пункта, где они живут, каждый приезд людей с отличной внешностью от них, то есть нас, как славян, европейцев, вызывает бурный ажиотаж. Каждый из них хочет узнать тебя максимально за то время, что ты остановился на заправке, купить воды, заправить автомобиль. Иногда это пугает, потому что каждый из них хочет до тебя дотронуться, пожать тебе руку, что-то спросить. Потому что для них приезд европейских людей — это действительно событие, и это, можно сказать, довольно-таки даже мило. Путин. Putin. Do you know? Yes. Putin. Russia's president. Yeah. Красава. Lupo para Birukano. Yeah. Nuclear power plant. Они хотят сделать с тобой селфи, выложить это у себя в социальных сетях. Они пытаются показать тебе какие-то фотографии, сделанные у себя на смартфоне. Каждый из них хочет огромное количество внимания, но за 10 минут нахождения в том или ином месте вокруг тебя может скопиться сотни людей. И физически это очень сложно воспринимать. Все наши переезды сопровождались полицией. Да, но несмотря на это, у нас было все прекрасно, без каких-либо инцидентов. Полиция фактически выполняла функцию только сопровождения, я думаю, как и навигации от пункта до пункта. Несмотря на все, нация имеет такие интересные элементы. Во-первых, дружелюбность. Они крайне дружелюбны. То есть вы посмотрите на любое общество, да, и вот здесь, наверное, один из самых низких уровней агрессии, которые я замечал, то есть у людей. Спустя несколько недель, начинаешь скучать по дому, начинаешь уставать от интенсивности жизни, от тех или иных задач, которые на тебя сваливаются. Но на самом деле я считаю, что в Бангладеш можно проработать и год, и 2, и 3, как показывает практика, и 5 лет. В любой стране для того, чтобы ее оценить и понять, в ней надо пожить. Не почитать про нее, не приехать как турист, а в ней надо пожить.
И тогда сложится ваше личное мнение, ваша личная картина. И потом, когда вы прочитаете, вы поймете, что очень многие моменты совершенно не те. Вы знаете, для людей, наверное, это небольшой тренинг. Хотите посмотреть? Видите, вы будете больше благодарны тому, что у вас есть. Килограмм? Окей. 200, да? This, friend, one and 690 taka. Let's go for 600. Oh, big discount. Okay, I want Russian money. Russian money. A present. Okay? And for 600. No, yeah, 690 taka. Or 650. Okay? 650. And Russian present. Okay? Okay? Теперь мне Лиза попросила купить ей желтый манго. Thank you. See you soon. С днем рождения! С днем рождения! С днем рождения! Что будем кушать? Ну, стандартный набор, значит, ананасики, Наполеон. Я никогда не мог подумать, что мы в такой компании соберемся очень далеко, в таким большим коллективом. Спасибо всем. Об этом с грустью вспоминать на этом месте. Солнце светит только для тебя. Ты моя любимая, ты моя хорошая, ты моя девчонка, По плану изначально, как мне объяснили, поездка до Путхи составляет 2-3 часа. Посетить набережную какой-то реки, я не запомнила, какой реки, не я, Патма. а и там на другом берегу Индия, мне сказали. Да. От другой стороны Индия, а этой стороны Бангладеш. Вот туда еще сходить. Это какого года? Дорогие друзья, Перестаньте, пожалуйста. Время приближает нас. Ладно, ребят, верим, что Артем есть поход. Все-таки мы бойцы студенческих строительных отрядов. Все из нас были командирами, комиссарами, мастерами. За редким исключением у нас в отряде были люди, которые никогда не занимали в линейном студенческом отряде какой-либо руководящей должности. Вечерами, особенно интенсивно заряд энергии у нас был, когда мы только приехали, мы устраивали себе мероприятия. Комиссаром отряда было принято решение в связи с тем, что все из нас из разных регионов, у нас разные традиции, разные понимания комиссарской деятельности. Всем бойцам отряда была предоставлена возможность провести мероприятие с уклоном именно в традиции того или иного региона. Внимание! Первый вопрос. От заката до рассвета. 9. Планета обезьян. Всем привет! С вами студенческий строительный отряд «Атланты», город Москва. Царь изображен похожим на нее. Назовите ее. Итак, ответ Voyager 1. Красава. А есть русскоговорящие? Только я. Фамилия. Получилось, что я уже очень давно не отмечаю день рождения в кругу семьи. Нормальной семьи по паспорту, скажем так. И уже 7-й раз отмечаю свой день рождения в кругу людей, которых я по праву называла всегда своей семьей. Когда я ехала сюда, совсем не знала, чего я буду ждать, что будет, как будет, но мне очень приятно, что за столь короткий промежуток настолько разные люди смогли соединиться в что-то целостное и сложить достаточно теплые отношения между собой. Спасибо вам, ребят, большое. Я очень рада и счастлива, что это лето у меня получилось таким.
рамках Дня строителя были подготовлены творческие номера общим хронометражом более 30 минут. Здравствуй, Бангладеш. Не мог подумать я, что окажусь однажды здесь. Словно сон был наяву, молод я и свеж, готов к труду усердному. Как вы и вы, я взял с собой отряд, чтоб страшно не было, да и чего бояться тут, разве только обгореть. Сейчас сезон дождей! Но все проблемы решена. Ура, друзья! Фур построим, мы здесь только будет красоты. Мы сможем людям каждый дом свет подарить. Как строить нужно, покажи, вложил здесь каждый часть души. Мы сможем сделать лучше мир, где будут рады. Идет застройка с ночи до утра. Вставай скорее с нами, прям. А здесь вас вести, печали отмести, урок произвести. Все может с вами наш отряд. Мой друг сказал так: День строителя, настоящий строитель, празднует во вторник. Я говорю, а почему это во вторник? А потому что в понедельник у нас оперативка, а мы всех опередили, празднуем в субботу. С праздником! Наверное, жизнь ты выбрала, в общем-то, мою профессию, потому что я ее люблю. Важно не просто работать, а еще и создать. Вот хочется, чтобы вот здесь вот в Бангладеше, вот, а у меня это цель пустить 2 энергоблока. Ну, честно говоря, не представляю вот работу, которую у тебя на сегодняшний момент, ты думаешь только о том, что тебе нужно отдохнуть, что тебе хочется спать. Значит, тебе просто неинтересно. Должно быть интересно. Помимо работы мы старались очень сильно освещать нашу деятельность. Насколько это позволял интернет-трафик, насколько позволяло время. Перед отъездом мы поставили себе задачу в юбилейный год для международных студенческих отрядов. Ни для кого не секрет, что в 2019 году отряды международные отправились в 5-й раз. Мы поставили цель максимально охватить аудиторию российских студенческих отрядов в ВКонтакте, в Инстаграм. Писали статьи, рассказывали о том, как ведется технология строительства атомной станции, рассказывали о своем досуге, выпустили несколько выпусков газет. И, на мой взгляд, это очень важная часть, потому что чем более обширно будет освещена деятельность международных студенческих отрядов в социальных сетях, тем больше потенциальных людей, которые обучаются по профильным специальностям, тем больше людей захочет поехать на международные проекты госкорпорации «Росатом», тем больше случайных людей может узнать о стройке за рубежом, и, возможно, это станет делом их всей жизни. Это невероятное приключение, на самом деле. Такой вещи у меня никогда не было. Есть определенные национальные особенности. Конечно, на первых порах у нас очень было много проблем, да, полностью непонимания. Но, что я хочу сказать, есть и в Бангладеше очень хорошие ребята и очень хорошие профессионалы. Что я вот хочу сказать. Например, вот у нас есть компания «Росэм», которая здесь выполнила очень серьезную селекционную работу. Также компания занимается обучением местного населения. То есть мы привлекаем на низкоквалифицированные работы, это местных кандидатов, на 1-й, 2-й разряд. И дальше, когда люди себя проявили,
Мы их обучаем на 3-й разряд и дальше вручаем им удостоверение. Для людей это очень почетно и важно. Когда это будет построено, они могут сказать, что вот здесь я работал, я это строил, поэтому мы считаем, что стараемся до них это донести. Я думаю, что они это и понимают сами. И вчера было очень приятно смотреть на людей, которые получали эту корочку, и они были действительно довольны тем, что вот, казалось бы, какой-то диплом. Наверное, если сравнить это с Россией, то у нас, наверное, уже такого эффекта это бы не вызвало. Здесь люди, наверное, к таким мероприятиям относятся, они больше вовлечены в это, им это важно. Ручного труда они не боятся, они приучены к ручному труду. Я бы не сказал, что огромные проблемы с ними в коммуникациях и при работе. И у меня уверенность, они выполнят свой контракт. Мы учимся с ними работать, они учатся работать с нами. И достаточно много персонала бенгальского учится сегодня в России, в профильных вузах, проходят повышение квалификации в России. Поэтому они идут, развиваются, и сегодня сложности сегодня есть, и сложности сегодня с тем, что мы другие, у нас другой менталитет, у них свой менталитет, у нас свой менталитет. И вот эта вот притирка, она уже идет несколько лет, и я думаю, что это не безуспешно, и есть результаты этого всего. Переводчики есть, переводят, но, кстати, не знаю почему, но потому что, наверное, колония была английская. У них самый необразованный бенгал, который даже толком в школе не учился, он английский понимает. Если он учился в школе, он уже знает и умеет разговаривать на английском. Вот. Если он учился в институте, то есть или в колледже, да, он свободно разговаривает на английском, просто на любые темы. Я с 2 года, к сожалению, и так толком и не научился разговаривать. Приехал я сюда 8 марта 2012 года для обучения и подготовки бенгалов к работе на нашем оборудовании для строительства атомной электростанции, первой в Бангладеш. Люди, бенгалы сами, ответственные, обучению поддаются. Конечно, не так быстро, как русские, но мы их научили, теперь они самостоятельно работают, могут сделать любую. Бангладеш нужна эта атомная станция. Страна развивается. Страна с населением порядка 170 миллионов на такой маленькой территории требует много энергоресурсов. Развивается промышленность. В стране нет газа, в стране нет нефти, в стране нет угля. Все привозное. То есть фактически по энергоресурсам страна блокирована. Вот. Атомная станция блокировки убирает. Если атомных станций здесь не будет в данной стране, а 2 блока это не предел, то требуется какой-то еще источник. Его просто нет. И кроме альтернативы атомных станций во всем мире, пока в нашем веке 21 мы еще замену атомной энергетики предложить ничего не можем. Когда ты едешь по стройке, ты понимаешь, что единовременно работает около 5000 человек. И это все в едином порыве. График, в котором ведется стройка, очень интенсивный. Эффективности никогда не будет, если нет планирования. Эффективности никогда не будет, если нет инженерной проработки. Эффективность она появляется, когда прорабатываешь
Все. Надо подготовить производство. А если люди, аттестованные люди, они экипированы, если у них все. Оказывается, когда начинаешь разбирать, есть электроды, есть металл, есть оборудование. А сварщик может работать, вы обратите внимание, и стоя, и сидя, и лежа, и на коленках. А удобно ли этому человеку? И когда ты просчитываешь по эффективности, а почему у тебя брак в работе? И когда начинаешь это просчитывать, да он просто не выспался. Сварщик, он же как пианист, руки задрожали. А мы мечтали сварить сварку за главного циркуляционного трубопровода на Новоронежской АЭС вместе с инженерами энергоспецмонтажа за 320, по-моему, дней. 320. Нормативы такие. Но сварили за 287, по-моему, суток. И это был предел, как мы считали, что ускорить невозможно. А сварка главного циркуляционного трубопровода – это одна из реперных точек, когда пойдет уже сборка самого реактора. Нет, оказалось, что это не предел. При хорошей, в общем-то, проработке данных вопросов можно сварить и за 100 суток. И на Ростовской станции сварили. С энергоспецмонтажом мы посидели и очень долго думали. А улучшить мы можем, потому что действительно сроки нас по графику уже поджимали. И проработали все вопросы, как я говорю. А есть ли рукавицы, а есть ли электроды? А эффективно ли люди будут зарабатывать? И проработав все вопросы, мы поняли, что при правильной организации и при сплоченной работе, когда отвечают все вместе, как он там у меня написано, не мое, слово «не» уберете, останется мое. И тогда появляется коллектив. И сварили за 70, по-моему, 3 суток. За 73 суток. Да, это было просто удивительно. Что... Но, оказывается, это тоже не рекорд. Вот. Уже, когда имеешь уже опыт в данных уже операциях, ребята с энергоспецмонтажа, в общем-то, на Белорусской АЭС улучшили результат. И они, по-моему, там сварили не за 73 суток, а сварили, по-моему, там за 70 или за 71 суток. Вот, каждые сутки. Да, вот тут, наверное, уже предел. И в графиках правильно уже планировать. Не как мы раньше планировали 280-320 суток. Отсюда идет оптимизация графиков. Это действительно эффективность. Ну, и так как это были достигнуты результаты, в общем-то, и группа специалистов энергоспецмонтажа, вот, я в том числе как руководитель, в общем-то, были в Росатоме отмечены дипломом. Знаешь, мой сын всегда, когда звонит: папа, как у тебя там ребенок поживает? Насколько он подрос? Это на станции говорю. Как ребенок поживает? Насколько он подрос? Когда ты видишь труд вложенный, и ты когда проходишь вот непосредственно все эти цепочки, котлован, бетон, смонтированные трубопроводы, и когда ты впервые уже заполняешь средами, впервые включаешь оборудование, у тебя появляется гордость. Гордость переполняет даже о том, что оборудование зажило. Ты это чувствуешь. Ты это видишь, что этот труд уже твой, не твой лично, потому что это гордыня, что твой лично. Это общий труд с ребятами, которые вместе ты идешь. От изыскателей, от лаборантов, вместе, которые с ребятами ты вместе ты прошел, в общем-то, и ты этот результат видел, что он заработал. И вот этот физический пуск, это такой, будем говорить, знамя,
когда загружается топливо. Все, мы сделали все, что наконец-то надзорные органы проверили, что это безопасно и можно загрузить топливо. Опять же, все это переполняет, что ты уже стоишь в стороне, ты не притрагиваешься к ключам управления. Вот как вот самолет. Кто-то его сделал в производстве, да, крылья, фюзеляж, заправили его наконец-то там керосином, сел пилот, штурвал на себя и полетел в воздух. Вот представляешь, вот это у меня дитё, и это тот же самый дитё, который уже это все сделал, все это вложил вместе с тем коллективом. Ребята безопасно начинают работать. И ты гордишься тем, что это безопасно. Это, конечно, это очень сильно эмоционально и приятно видеть свой результат. У меня этих результатов, по-моему, 14 год. По-моему, 14. Ехать нужно сюда с таким настроем, что ты после себя оставишь какой-то определенный конкретный след. То есть ты вложишь свою душу, свою энергию, свои мысли в эту стройку, которая будет приносить людям огромную пользу. Этой стране, которая сегодня достаточно бедная, да, но она нашла в себе силы, чтобы строить такую большущую, огромную стройку, как атомная станция. Это очень серьезные деньги, они их нашли. И вот чтобы они получили результат, который они хотят получить, в том числе и вы, как студенты, да, строительных отрядов, вы сюда должны приехать с настроением выполнить свою задачу. То есть, а задача у вас какая? Вложить свои силы, знания, умения, душу именно в эту стройку. Опять же, люди, понимаете, в атомной отрасли одно тоже должно быть качество. То есть это путешественник. То есть ты никогда не можешь быть, ну, то есть ты надолго никогда не приезжаешь ни на одну площадку. То есть эти площадки, эта стройка заканчивается, и переезжать нужно на другую площадку. Всегда работа со студентами у нас, она получалась, она спорилась. И я хочу им пожелать только оставаться настоящими, верить в том, что все это будет продолжаться. И я думаю, что студенческое движение, оно должно, конечно, развиваться. И оно может развиваться только благодаря молодым, энергичным людям. Ну и, наверное, нужно работать, чтобы становиться как бы профессионалом в своем деле. Знаете, как мой отец, Царство Небесное, когда я стал строителем, я потомственный строитель, он как-то говорил, говорит, профессия строителя, говорит, очень ужасная работа. То есть ты постоянно, говорит, в грязи, в холоде, ты постоянно в нервотрепке, в условиях большой на тебя нависшей ответственности. Говорит, но есть один, говорит, у тебя, как так сказать, бонус. Говорит, строитель — это, наверное, единственная профессия, кто удосужен чести строить себе памятники при жизни. Да? Вот, наверное, процесс сложный, но, наверное, результат этой своей сложной работы, наверное, он где-то дает удовольствие. Когда я езжу мимо своих объектов, построенных, и мне за них не стыдно, я чувствую внутреннее самоудовлетворение. Вот, ну и поймать этот кайф и вам желаю. Все люди, которые подавали мне этот пример этим летом, они действительно профессионалы своего дела. Они понимают, что они делают, для чего они делают, какую они цель преследуют, и они видят конечный результат. Уже сейчас они понимают, к чему приведет то или иное действие, к то или иное отставание, либо опережение графика. И, конечно, для них работа — это нечто большее, чем просто работа.
Дорога – это жизнь, а жизнь – дорога. Дорогу, как и в сказках, можно выбирать. Тропинка – это часть дороги. Извилисто петляет по берегу реки, струится сквозь леса, овраги, буреломы. Дорога – это ровное шоссе, асфальт, разметка, светофоры, тропинка. Ну, конечно же, роднее. Хотя она всегда длиннее. Есть гать, тупик или обход. А если в горку не беда, присядешь, отдохнешь, водицы ключевой попьешь. Шоссе. Там есть свои законы. Как правило, там нужно просто гнать. Нога всегда на газе. Но на шоссе есть наледь, гололед. Бывает знак, конечно, что впереди опасный поворот, а жизнь кричит вперед, вперед, вперед. Любой нам можно выбрать в жизни путь. Брести, бежать или спотыкаться. Иначе на дороге можно утонуть. Но такое вот стихотворение, небольшое такое, это, наверное, будет «Выбрать надо дорогу».